Greetings, church. Приветствую, церковь. What an amazing opportunity we get to talk about marriages. Какая прекрасная возможность у нас есть, чтобы поговорить о браке или жизни в браке. On Sundays, we're talking about marriages. В воскресенье мы говорим о браке. The women are praying about it on Thursdays. Женщины у нас собираются молиться по четвергам об Our этом. youth is having a series on how to come into it right. Даже на молодежном у нас есть серия проповедей о том, как вступить в брак правильно. And it's a very different contrast, the sermon here and the sermon at youth. Знаете, сильно отличается, как мы проповедуем здесь в воскресенье и как на молодежном. At youth, we tell them you need to be very careful who you choose. На молодежном мы говорим, вам нужно быть очень осторожными, кого вы выберете. Because that's going to depend on your life a lot. Потому что это повлияет на вашу жизнь очень сильно. But all of us here, Но здесь мы все, we had billions of people to choose from. у нас есть миллиарды людей, из которых можно было выбрать. And each one of us chose that one person. И каждый из нас выбрал того единственного или And here's what we единственную. basically said. И вот что мы сказали. Out of everybody in the world, Со всех людей, которые в мире есть, out of anyone I could have chosen, я мог выбрать кого угодно. I choose you Я выбрал тебя или выбрала. to fight the most, To what? to fight with the most, to disagree with the most, Я выбрал тебя, чтобы с тобой ругаться. out of anyone else. Из всех других я выбрал именно тебя. So we have to learn how to do it better or do it well. Поэтому нам нужно научиться хорошо ругаться. And God's word has so much about it. И Бог говорит нам так много об этом. Because we at church, we really want to see healthy marriages. Мы как церковь хотим видеть здоровые браки, And семьи. even more than that, we want each person to meet Jesus. И кроме того, мы хотим, чтобы каждый человек встретился с Иисусом. We really believe that Jesus Мы сильно верим в то, что Иисус is the hope for every relationship we have. является надеждой для всех хороших отношений, которые у нас могут быть. That it starts with Him vertically, Эти отношения начинаются вертикально с Ним, and then it goes horizontally. и потом оно идет горизонтально. So we can't do forgiveness well. Поэтому нам самим не получится хорошо прощать. We can't do communication well Мы не можем хорошо общаться сами, unless we figured out things with God first. если Бог не поможет нам в этом научиться сначала. So today we're going to be in Ephesians 5, Сегодня мы будем читать Ефесянам 5 главу, and we're going to talk to the men first и будем обращаться сначала к мужчинам, because the text starts with the men. потому что так текст начинается, обращается к мужчинам. So Ephesians 5 verse 25. Итак, Ефесянам 5 глава, 25 стих. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. So let's just think of these ideas. Давайте подумаем об этой идее. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Дальше написано, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Without blemish and holy in the same way. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Love your bodies as yourself, and love your wife as you love yourself. Любили себя, свои тела, и также любили своих жен, как самого себя. So here's what he's saying. И вот что он говорит здесь. He's taking a precedent. Men, we know you love yourselves. И он говорит, что мужчины, мы знаем, что вы любите сами себя. You should love your wife exactly like that. И вы должны любить своих жен так же само. So verse 29, for no one ever has hated his own flesh. Дальше 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, But nourishes and cherishes it just as Christ does the church. но питает и греет ее, как и Господь церковь». So there's this image where he's saying, men, look what you need to be. И он берет такой образ и говорит, мужчины, посмотрите, вот такими вам нужно And стать. let's look at the spirit of this text. И давайте посмотрим на дух этого текста. Nurture, sanctify, Питает, освящает, cleanse, presents.
омывает, представляет. So this is how men are supposed to be towards their brides. И это то, как мужчины должны вести себя по отношению к своим женам или But here's the невестам. problem. Ну вот в чем проблема. There's this beautiful image of what it's supposed to be, Мы имеем этот прекрасный образ, какими мы должны быть, and yet here's what happens. но тем не менее, вот что происходит. There was a church up north, and they did a survey for their whole church. Была одна церковь, которая сделали опрос по церквям. And basically, it was anonymous, and they said, what are the biggest problems that you face in marriage? И вопросы были такие, какие самые большие проблемы, с которыми вы встречаетесь в браке? The most thing for men and women was conflict and communication. Больше всего ответов было и от мужчин, и от женщин, что конфликты и связь или коммуникация. One woman said, I have suffered continued disrespect and verbal abuse Одна женщина сказала, я переживала постоянные оскорбления вербальные или словесные. on a daily basis for the last 20 И years. это было каждый день на протяжении 20 лет. Another woman said, I am trapped in an abusive relationship. Другая женщина сказала, что я просто как в ловушке таких оскорбительных отношений. And the first thing, as I'm reading this survey, И первое, что я замечаю, когда я читаю этот опрос, I'm asking, how is this possible? я спрашиваю, как это возможно? How can a man sit at church Как мужчина может сидеть в церкви week after week after week неделя за неделей за неделей and treat his wife и относиться к своей жене? where she feels for 15-20 years there's verbal abuse? Она чувствует 15 или 20 лет это словесные оскорбления. See, I think we have to understand what the call of men is. Думаю, что нам нужно понять, в чем есть призвание мужчины. And if this is resonating with you, Если это вас касается, you need to repent and you need to stop. вы должны покаяться и прекратить это. You need to understand that whatever aggression you have, Вы должны понять, чтобы какая бы ни была агрессия у вас, your wife is not the person to take it out on. ваша жена — это не тот человек, на который нужно ее She's вымещать. not one of your guy friends. Она не одна из твоих друзей. First Peter says, this is what the translation is, a woman is a softer gender. В первом послании Петра написано, что, если переводить с оригинала, что женщина, она является более мягким полом. So she's not weaker, Она не слабее, but here's how one writer says it. но вот как один писатель об этом She говорит. says a man is like a thermos Он сравнивает, говорит, мужчина — это как термос, and a woman is like fine china. а женщина — это как тонкий фарфор. You drop a man on the ground, he bounces around, who cares? Ты бросишь мужчину на пол, он там поотскакивает, но ничего с ним не произойдет. But a woman you're supposed to treat as if she's fine china. Но с женщиной нужно относиться так, как будто она сделана из тонкого And you're фарфора. supposed to treat her like that with your words. И ты должен к ней относиться так своими словами. And I think the church is way too soft on this. И мне кажется, что в церкви мы очень мягко к этому подходим. I think we look at these guys who verbally abuse their wives, Возможно, мы смотрим на таких мужчин, которые словесно оскорбляют своих жен, and they say, oh, we'll pray for you. и мы говорим, ну, мы помолимся за It's вас. like, pray for you? Помолимся? No, we should show up at this guy's house, Не, нам нужно прийти к нему домой, knock on his front door, постучаться к нему в двери, invite him to Bible study, говорит, пошли со мной на take библейские him out into a изучения, field, взять его там за угол или в поле and вывести, go all Old Testament on him. и по ветхозаветнему там с ним поступить. Because the church has become way too soft on this. Потому что церковь стала очень мягкой в этом отношении. We have to understand that husbands, your job is to build up your wife. Вы должны понять, мужчины, что ваша работа как мужей – это созидать или строить вашу жену. Because women, Потому что женщины, they remember everything. они все помнят, They will never forget. никогда не забудут. So the book of James says, Книга Иакова говорит, your words are so powerful что ваши слова настолько сильные, that they steer a ship они могут управлять кораблем, and they burn down forests. они могут сжечь целый лес. So if you're somebody who uses your words to tear down your wife, Поэтому если вы являетесь тем человеком, который использует слова для того, чтобы унижать свою жену, it will affect her spirit forever. это
повлияет на ее дух навечно. See, they did a study in 2013. В 2013 году делали такое исследование. They hooked up things to people's brains. Они подключили там сенсоры, чтобы наблюдать за деятельностью мозга And what they человека. realized is the male brain, it literally can they called it shut off. И они заметили, что мужские мозги, они способны, как вот они называют, отключаться, ничего не думать. Right, in order to deal with life's issues. Чтобы справиться с какими-то там проблемами в жизни. Has a wife ever asked her husband, hey, are you here? Когда-нибудь вы видели такое, что жена спрашивает мужа, эй, ты еще здесь? He's not. А он уже не здесь. He can just relax. Он может так расслабиться. But they connected it to women's brains. А когда подключили к женским мозгам And it такие never сенсоры, flatlined. они увидели, что они никогда не успокаиваются, нету этой This is why women линии. say, I wish I can shut my brain off. What's that? Women say, I wish I could shut my brain off. Женщины даже говорят, я бы хотела, чтобы я могла отключить свой мозг. But it doesn't. Но она не может так So сделать. if you're a man and you're saying and doing these things, Поэтому если вы являетесь таким мужчином, который это плохое такое you делаете, need to repent. вам нужно покаяться, You need to stop. вам нужно остановиться, Because your wife, she'll never forget it. потому что ваша жена этого никогда не забудет. The book of Proverbs says this. Книга притчей говорит так. A fool gives vent to his anger, but a wise man keeps himself under control. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Here's another one. A fool's mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. Вот еще другое место. Язык глупого – это гибель для него, и уста его – сеть для души его. So that's to us men. Это что касается нас мужчин. Now, before the women start going, yeah, that sounds about right. И сейчас женщины все говорят, да, вы правильно там говорите. Proverbs has some stuff for you too. Но книга притчи для вас, женщины, тоже кое-что So if the имеет. survey said that men can sometimes be abusive or rough or aggressive or they don't connect, Итак, вот то исследование говорит, что мужчины могут быть иногда грубые, иногда вот оскорбительные, они не имеют связи с женой. here's the number one thing that came back on that survey. И вот самое первое или самое главное, что вышло с того исследования, Men said, I'm struggling with my wife мужчины говорит, у меня проблемы с моей женой, because she thrives off negativity, потому что она живет или питается негативностью. thrives off conflict, Она живет на конфликтах, thrives off complaining живет на постоянных жалобах, and being critical. и только когда она бывает критичная. It's her natural tone and I don't know what to do. Это ее естественный тон, и я не знаю, что мне с этим делать. So as I'm looking out on you, И поэтому я сейчас смотрю на вас. there's not a single husband smiling right now. Сейчас ни один мужчина не улыбается. They're just looking straight forward. Они все прямо смотрят. They're going to pretend that they don't agree with anything that I'm saying. Они сейчас будут притворяться, что они со мной не согласны. But here's what Proverbs says to you. Но вот что книга притчи говорит вам. Proverbs 25. Книга притчи, 25 глава. It is better to live in the corner of a rooftop «Лучше жить в углу на кровле, than a house shared with a quarrelsome woman. нежели со сварливою женою в пространном доме». A quarrelsome wife is like the dripping of a leaky roof in a rainstorm. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. I'm just reading the Bible. Я просто Библию читаю. There are some countries Есть такие страны, that literally use dripping water которые используют капающую воду as torture. в качестве пытки. Right? So that's what the Bible is saying is happening. И вот Библия говорит, что именно это и происходит. Это And so пытка. a husband won't tell his wife this. Муж не скажет это жене своей. Children, they won't tell their wife this. Дети об этом не скажут. But they believe it. Но они верят в это. If your spirit is one of negativity and complaining, Если ваш дух такой, который питается негативностью и жалобами, see, this isn't the sin of man. это не является грехом мужчин. Men have their own stuff. У мужчин свои там проблемы. A lot of men, they get married. Многие мужчины женятся, They're 30, they're 40 years old. им 30-40 лет, может быть. And they still act like they're 20. И они до сих пор еще ведут себя, как будто им по 20. They buy toys, they go out on adventures. Они себе игрушки покупают, они там приключения ищут.
they really should have stayed unmarried Им нужно было оставаться неженатыми, than burden a woman and her children. вместо того, чтобы наваливать эти проблемы на жену и на детей. Right? But the sin of the woman, Но грех женщин, it might be complaining and negativity. это может быть вот эта жалоба, ропот или негативность такая. And as I was writing this, I was seeing just a drip off a gutter. И когда я это писал, я посмотрел и увидел, как вода капает с гаттера или вот это сборника And it's воды just с like крыши. drip, drip, drip. Так кап, кап, кап. And I realized that's why you drive through in December И я понял, что по этой причине мы ездим в декабре, and you see men on their roof. и вы видите мужчины, которые по крышам лазят. He's sitting there when this is happening, Он сидит там, когда это все происходит, literally like, I think I want to be on the roof. и он говорит, я лучше на крыше буду сидеть. Right? This is what the Bible is saying. Вот что Библия говорит. This is what we have to come under. Вот что нам нужно понять. So what's the point of saying all this? В чем что я хочу сказать этим? The point is that both genders are guilty. Я хочу сказать, что оба пола, они виноваты. Before we get talking into communication, Перед тем, как мы начнем говорить о связи или we коммуникации, need to understand that both genders need Jesus in this area. нам нужно понять, что оба пола, они нуждаются в Иисусе, чтобы улучшить Now отношения. we have to get helpful, Нам нужно чем-то помочь. right? But we need to be proactive. Нам нужно быть проактивными или... Here's what we have to understand. Вот что нам нужно понять. One of the main reasons that we have communication problems Одна из главных причин, по которой мы имеем проблемы в коммуникации и is в we общении, fail to recognize that there are two types of communication. это то, что мы не понимаем, что есть два типа There's коммуникации. logical communication. Есть логическое общение. That's when you're giving someone information. Это когда вы кому-то передаете Is информацию. the sky blue? Голубое ли сейчас небо? Yes. Да. Are we in a church building? Мы сейчас в церкви находимся? Yes. Да. And then there is emotional communication. А есть эмоциональная связь или See, эмоциональное logical общение. communication is looking for information, Логическое общение, вы ищете информацию, but emotional is something totally different. а в эмоциональном общении другое. See, for example, I come home Например, я прихожу домой, and I say, I want to go out to a restaurant. и я говорю, я хочу пойти в ресторан. In my brain, that's a logical question. У меня в моем мозгу это логический вопрос. There's different restaurants. Есть разные рестораны, I'm hungry. я голодный. But what happens, Но что происходит? a logical question gets interpreted emotionally. Логический вопрос интерпретируют эмоционально. Right? So the other person might say, well, wait a minute, is my food not good? Другой человек может сказать, значит ли это, что еда, которую я приготовила, невкусная? Does he not think I cook enough? Может, он думает, что я недостаточно готовлю? See, what happens is И вот что происходит. everybody reacts differently. Люди по-разному реагируют на это. Some people, they get mad. Некоторые люди злятся, что They're like, get this ball out of my face. водой брызгают, говорят, уберите это все. Some of them get playful. They're like, oh, this is fun. Некоторые подыгрывают, говорят, это смешно. Some of them are like, oh, okay, good. I was sleepy. Now I'm awake. А другой говорит, хорошо, я уже чуть не заснул, а теперь меня разбудили. But what happened in the room? Но что происходит в комнате? You had all these different people Сидят разные люди, that had the same exact thing happen to him, с ними происходит одно и то же. but they all believed something was different was happening. Но каждый из них верил, что что-то происходит, по-другому верили, чем другой человек. So where is misinterpretation going to happen? И где происходит эта мисинтерпретация или In неправильная action? интерпретация? В действии, In belief в вере or consequence? или в последствиях? Imagine your husband's on the phone. Представьте, ваш муж сидит на телефоне. And if you believe that he's just on his phone on social media or playing a game, И если вы поверите в этот момент, что он сейчас просто на social-медиа сидит или с кем-то общается, или игры какие-то and you're играет, working with the kids, а вы работаете с детьми, you might get upset. вы можете расстроиться. So the consequence is that you're upset. Итак, последствия этого, что вы расстроитесь. But if he's doing the same exact thing, Но если он то же самое делает, and you know that he's working on a job, и вы знаете, что в этот момент он делает что-то по работе and he's своей, working hard so you can go on и vacation, он усердно работает для того, чтобы заработать деньги, и вы могли поехать на отдых, you're going to think that's great. вы
вы подумаете, что это то, что он делает, это классно. Right? This is what needs to happen when we have disagreements. Вот что должно происходить, когда у нас происходят такие We непонимания. almost need to look back at them when time has passed. Мы должны посмотреть в прошлое, когда уже время прошло. And we say, oh wow, I thought you meant this, but this is what was happening. И мы должны осознать, я думала, что вот это ты делал, а ты делал другое. Secondly, look at verse 29. Итак, еще посмотрим на стих 29. Here's what Paul tells us to do. Вот что Павел говорит нам делать. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it just as Christ does the church. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. So here's the thing. Вот в чем дело. You know yourself. Вы знаете себя. You know how much you love yourself. Вы знаете, как много вы любите себя. We've studied ourselves. Мы изучаем себя. But what the Bible is saying here Но вот что Библия здесь говорит, is that you not only have to study yourself, что не только себя ты должен but you изучать. have to start studying your spouse. Вам нужно изучать своего супруга. And so he's saying, if you're going to do a bunch of good stuff for yourself, Если вы собираетесь делать много хорошего для себя, you're supposed to find ways to do that for your spouse. вы должны найти способы делать тоже много хорошего для вашего супруга или супруги. There's this book called 5 Love Languages. Есть такая книга, которая называется «5 языков любви». I want to share it with you. Я хочу поделиться кое-чем с It's a вами. very popular book in premarital and marital counseling Это очень популярная книга для собеседований добрачных или because the main консультаций. idea here Потому что главная идея в этой книге, is that you study other people, your spouse, not you. что вам нужно изучить другого человека, а не себя. So the gifts, love languages, И языки любви, are 5 языков любви, gifts, physical touch, quality time, words of affirmation, and acts of service. это подарки, слова одобрения, служение другому, качественное время вместе проведенное и физическое дотрагивание. So here's what is important looking at this list. Вот что важно, когда мы смотрим на этот список. This is the way that people feel loved. Это способы или пути, которыми люди чувствуют, что к ним проявляется любовь. So I'll take me and my wife as an example. Возьму себя и мою жену как пример. So the lowest one for me Самый последний в этом списке для меня is gifts. – это подарки. So if someone buys me something, Если кто-то мне что-то купил, I'll appreciate it, я, конечно, уважаю, что это сделали, but I'm not going to value it as some of those other things. но я не так его ценю, как другие вещи на этом списке. One of my gifts or love languages Один из моих языков любви is words of affirmation. – это слова поддержки или слова одобрения. And I realized this when we first got married. И я понял это, когда мы только-только поженились. Life could be going however it is. Жизнь может там по-разному идти, My wife says something good. и моя жена что-то хорошее скажет мне. Felix, you're this or you're this. Он скажет: Феликс, ты такой там или такой. The world could be burning. Мир может в это время гореть дотла, And I'm just smiling. а я улыбаюсь. That's all I need. I don't need to talk for another month. Это все, что мне нужно, и мне этого на целый месяц хватит. Right? For me, it's words of affirmation. Для меня это слова одобрения, поддержки. But it's not her love language. Но это не ее язык любви. So what do I do as a young married man? И что мне делать, как недавно поженившемуся мужчине? I like when people give me good feedback. Мне нравится, когда люди мне говорят хорошие So слова. I say, oh, honey, you're doing great. You look beautiful, etc. И я то делаю тоже по отношению к моей жене. Я ей комплименты делаю, там говорю, что ты хорошо выглядишь, и там и такое прочее. And she's not necessarily impressed. А ее это не обязательно впечатляет. Because for her, words are cheap. Потому что для нее, она считает, что слова, они дешевые. Think about how many people, words are cheap. Подумайте, как много людей считают, что слова мало что значат, слова дешевые. Especially for women, words seem to be cheap. Особенно для женщин слова похоже, что немного значат. But for guys, Но для мужчин words of affirmation, слово поддержки, одобрения that's everything, – это все. right? And since the woman doesn't feel loved that way, И по той причине, что женщины не чувствуют, что они любимы именно таким she способом, doesn't give it that way, она и не дает это таким right? So способом. it's been 10 years,
И может уже пройти 10 лет, and the guy hasn't heard he's good looking, и мужчина ни разу не слышал от своей жены, что он хорошо that выглядит, he's muscly, что он там такой мускулистый, that he's doing a great job at his work, что он хорошо на своей работе работает. because she doesn't feel loved that way, Потому что она не чувствует любовь по отношению к себе таким but it способом. feeds his soul. Но это питает его душу. See, my wife's love languages Язык любви для моей жены is acts of service and quality time. — это действия, как бы услужливые действия или время, хорошее время, проведенное So вместе. quality time where we're face to face, Время, проведенное вместе, хорошее время — это когда мы лицо к лицу. and acts of service, И послужить ей нужно. right? When I'm working on the house, whatever it is. Когда я, например, в доме что-то чиню или что-нибудь еще такое делаю. You know, it's interesting. I was thinking about this, Я об этом думал. and I was like, I wonder if my wife is playing chess while I'm playing checkers. Получается ли так, что мы играем разные партии? Я играю в шашки, а она в шахматы. I wonder if in premarital counseling, И интересно, если на предбрачном консультировании, when they were reading this book to us, когда нам эту книгу читали, she looked at this list она посмотрела на этот список, and thought, if Felix thinks acts of service is my love language, что если Феликс понимает, что вот это послужить мне, это то, как я чувствую любовь ко мне, that's 50 years of acts of service. это будет 50 лет он будет служить мне. Right? Because the reality is that's how people feel loved. Потому что в реальности это вот так вот люди чувствуют любовь по отношению к But this себе. is actually what I see. Ну вот что я вижу. Right? When I'm washing the dishes or whatever it is that I'm doing, Когда я там даже посуду мою или что-нибудь я делаю, it's literally love to my wife. это буквально значит любовь для моей жены. See, that's the idea coming out of verse 29. Это вот такая идея в этом 29 стиху. That we have to love people as they receive love Мы должны любить людей так, как они понимают проявление and любви, not how we receive it. а не так, как мы понимаем So there's two проявление things that любви. need to happen. Поэтому две вещи должны произойти. If it's unnatural to you, Если для вас это неестественно, you need to work on it. вам нужно работать над этим. But if it's unnatural for your partner, Но если это естественно для вашего партнера, maybe we need to relax a little bit and give them grace. может быть, нужно нам расслабиться и дать им немножко благодати. In 2001, there was a poll, В 2001 году сделали опрос, and 80% of women и 80% женщин, that were in their 20s, которые были 20 с чем-то лет, they said the most important thing for them они сказали, что самая важная вещь для них is a man who can talk about his feelings. — это чтобы мужчина мог говорить о том, что он чувствует сейчас. Maybe if the women were in their 40s, it would change, but for 20-year-olds. Если бы не опросили 40-летних женщин, наверное, там поменялось что-то. Но So- для 20-летних This shows us that we as men, we need to work on this это показывает, что мы как мужчины должны над этим работать, because it feeds her spirit. потому что это питает ее душу. Because the psychologists say a woman, she wants unity. Потому что психологи говорят, что женщина, она хочет единения, More than союза, anything else. больше, чем что-либо другого. And it was interesting. I was like, okay, what do men want? Я читал дальше, думаю, а что мужчины хотели? And more than anything else, И больше всего the majority of men, большинство мужчин, they just want peace. им нужен просто мир и покой. They just want things to be calm. Они хотят, чтобы все было спокойно. That's why he doesn't bring things up. Это причина, по которой он не начинает поднимать какие-то Because if he проблемы. digs these things up, Вот если начнет копаться в них, the peace is gone. мир уйдет. And so the sole goal of every man И поэтому единственная цель каждого in мужчины every scenario в любом сценарии is how do I get peace? — это как мне достичь мира и покоя. How do I get this to stop? Как это все остановить? It's not that he doesn't care what's going on. Это не потому, что ему все равно, что происходит. It's just that he wants peace for you and everyone around you. Потому что он хочет, чтобы у него и всех вокруг него был мир. See, when we have different goals, Когда у нас разные цели, we need to figure out how to morph them. нам нужно придумать, как их можно совместить. We need to study our partner Нам нужно изучить своего партнера and figure out how is it that they love. и понять, как он получает любовь, каким способом он чувствует любовь. I want to finish with this. Я хочу вот этим закончить.
A couple years ago, I was in a seminary class, Пару лет назад я был на учебе в семинарии, and our professor was talking about love and all these books and marriage. и профессор наш говорил о любви, и вот эти книги, которые помогают в And браке. he said, "Men in the room, I want to talk to you." И он говорит: мужчины в этом зале, я хочу к вам обратиться. He said, "There's going to be a bunch of books that you can read. Говорит, есть очень много книг, которые вы можете There's going to прочитать. be a lot of advice that you can take from people." Будет много советов, которые люди вам могут But дать. he said, "Here's the advice that I live by, and I recommend you do it too." Но вот такой совет, по которому я сам живу, и я вам его He рекомендую. said, "Young men, find a lady who's 50, 60, 70 years old, Он говорит: молодые люди, найдите женщину, которой уже 50, 60 или 70 лет, who has maybe had a hard life, у которой, возможно, была тяжелая жизнь, a у lot of kids, no money, everyone has которой problems." много детей было, мало денег, и там у каждого свои проблемы. And he said, "Look at her, not is she attractive, И говорит, посмотрите на нее, не то, что она там привлекательна или нет, but says, look at her and see, does she have life behind her eyes? но посмотрите ей в глаза и попробуйте понять, есть ли там жизнь в ее Does глазах. she glow at that age?" Светится ли она в таком возрасте? And he said, when you find that woman, Если вы такую женщину найдете, that's the man you want to watch. то смотрите за ее мужем. Watch what he does. Наблюдайте, что он делает. для Watch нее. how he treats her. Посмотрите, как он к ней относится, Watch how he talks to her. как он разговаривает с ней. And ever since I heard that, И с тех пор, как я это услышал, I've literally found 2-3 men. я нашел 2-3 мужчины. They don't know it, Они этого не знают, but I'm just watching them. но я просто наблюдаю за I'm ними. like, man, I know how hard your life is. И я говорю: я знаю, как тяжела твоя жизнь. How does your wife have so much joy? Как так получается, что у твоей жены так много радости? I know you have so many children. Я знаю, у вас так много детей. How does your wife have so much energy? Как так получается, что у твоей жены так много энергии? And the Bible starts opening up, И Библия начинается открываться для and you меня. realize that the man is the one that births life in his wife. И ты понимаешь, что это мужчина, который вселяет жизнь в свою And that's the жену. man that I will listen at and say, I want that for my wife 50 years from now. И этот мужчина будет тот, которого я буду советы слушать, потому что я хочу, чтобы моя жена тоже в 50 лет такая была полная жизни. And I want to finish with a spiritual answer to all of И this. хочу закончить с духовным ответом на все это. Listen to this language. Послушайте, какие здесь слова. Christ gave himself Христос отдал себя for the church за церковь, that he might sanctify her, чтобы осветить ее, having cleansed her by the washing of water, очистив баню водную посредством слова, so that he might present the church to himself in splendor, чтобы представить ее себе славною церковью, without spot or wrinkle or any such thing. не имеющая пятна или порока или чего-либо подобного. See, here's the challenge for all of us. Вот испытание для всех нас. Some of us, we do a very good job planning for 20, for 30, for 40 years. Некоторые из нас хорошо планируют жизнь там, на 20, на 30, на 40 лет вперед. But the image that Jesus is giving in this verse Но образ, который Иисус представляет нам в этом стихе, is that he is preparing his church to meet God Он приготавливает свою церковь, чтобы она встретилась с Богом for eternity, для вечности. meaning 1 million, 2 million years. Это 1 миллион лет, 2 миллиона лет. So here's the question for each one of us. Вот вопрос для каждого из нас. How are you preparing your spouse? Как ты приготавливаешь свою жену? Not Или for the next 20 years, не только на 20 лет, not for 30 не на years. 30. We're talking 1 million or 2 million years. Мы говорим о миллионе или 2 миллиона лет. For what experience that they're going to have with God. Какое у них будет переживание с Богом? Look, I love my wife very much. Смотрите, я же люблю свою жену очень сильно. I want to give her the best life I can for 50 or whatever years we have. Я хочу обеспечить ее жизнь на следующие 50 лет, как только лучше я могу. But if I am eternally minded Но если я буду думать о вечности, versus temporary minded, вместо того, чтобы о временном думать, more than giving her 50 good years,
Больше того, чтобы я дал ей всего 50 хороших лет. I want to give her a good 1,000,000 after that. Я хочу ей дать также хороших 1,000,000 лет после So того. what do I need to do to make sure that happens? Что я должен делать, чтобы это произошло? Where I focus not just on the 10 years in front of me, Когда я фокусируюсь не только на 10 годах впереди меня, but for all eternity. но на всю вечность. That should be the question, Это должен быть вопрос, if you're a believer, если вы верующий человек, that you leave with here today. и с этим вопросом вы уходите It сегодня might отсюда. mean that for the sake of my husband or wife, Это может означать, что ради моего мужа или жены, maybe I need to sell some things. может, мне нужно что-то продать, Maybe I need to go to counseling. может, мне нужно сходить на консультирование, Maybe I need to start praying with them because we never pray together. может, мне нужно с ним начинать молиться, потому что мы никогда не Or молились make sure вместе. that they have Bible study time. Или чтобы у нее было время изучать Библию, Whatever it is, что бы это ни было. we cannot run away from the responsibility Мы не можем убежать от своей ответственности. that we need to make sure Мы должны обеспечить, that our spouse loves God more. чтобы наш супруг или супруга любили Бога больше. Not just love us more, Не только любили нас больше, not just love our children more, не только любили наших детей больше, but it is your responsibility но это ваша ответственность, to present him or her чтобы представить его или ее without splendor or spot без всякого порока или какого-то пятна to God for eternity. Богу для вечности. We have to have this eternal mindset. У нас должен быть это мышление, направленное на вечность. Here's what happens when it comes to communication. И вот что происходит, когда мы касаемся коммуникации или When we связи. believers have this eternal mindset, Когда у нас, как у верующих людей, есть такое понимание о вечности, whatever disagreement we have, какие-либо недопонимания или ссоры, что у you нас take a есть, step back and you ask yourself, what are we even fighting about? вы отходите на шаг назад и спрашиваете себя, о чем мы тут ругаемся? Does this even matter? Имеет ли это какое-то значение? Like if we actually take a step back Если бы мы отошли на шаг назад and we don't just think about 2 years in advance, и не думали о следующих 2 года, but которые we нам say a предстоят, million years, ну мы скажем на миллион лет вперед, what I am fighting about today, о чем мы ссоримся сегодня, does it actually matter in eternity? будет ли оно иметь значение для вечности? Too many of us, Слишком многие из нас we're just trying to fix the next 1, 10, 20 years. пытаемся исправить там следующие 10-20 лет. See, this is why getting good at communication matters. Вот почему нам нужно стать хорошими коммуникаторами или It's not just общаться. how do I fix this, И это не просто как бы мне вот поправить это сейчас, but it's how does eternity look like? но это о том, а как оно в вечности будет And some of us выглядеть. here, И некоторые из нас здесь, maybe we've never even asked this question. может быть, никогда не задавались таким You're вопросом. not a Christian, Может, вы не христианин, you're exploring spirituality. может, вы просто разведываете духовную жизнь. First of all, that's amazing. We're super glad you're here. Ну, во-первых, мы очень рады, что вы с нами и вы это делаете. But my hope is that you would listen to this text Но я надеюсь на то, что вы послушаете этого текста and let it inspire you. и позволите ему вдохновить вас. Let it create controversy in your life. Пусть у вас в жизни появится такая недвусмысленность или Where you're двусмысленность. saying, I haven't even figured out God yet, Когда вы говорите, ну я еще точно Бога не нашел, я не знаю, and I'm trying to fix my marriage, и я пытаюсь улучшить свой брак, but I haven't thought about what is bigger than all of this. но я никогда не думал о том, что является больше, чем все это. Let's stand to our feet and pray. Давайте станем на наши ноги и помолимся.